Вы на канале Шить Легко. Меня зовут Светлана, и сегодня я бы хотела вам показать базовую основу по китайской методике с треугольниками. Мерок здесь мало. Для того, у кого нет вообще базовой основы, и кому очень сложно себя снять большое количество мерок, их еще нужно уметь себя снять, правильно нужно снять. Я думаю, что такая базовая основа очень сильно пригодится. Если это ваша первая базовая основа, я думаю, что вы с ней справитесь, потому что, ну, уж проще не бывает. Нам нужно буквально несколько мерок, правильно снятых с себя. То есть нам нужно снять себя абсолютно горизонтально, обхват груди, по выступающим точкам, вот ровно-ровно становитесь перед зеркалом и снимайте эту мерку. Обхват шеи, ширину плеча или длину плеча. И как бы по методике, вот буквально там этих 3 мерки нужно. Методика расчетная вообще. Основу эту по расчетам строится, но вы увидите, очень легко. И вместе с тем, что строится она как бы просто и легко, результат она дает хороший, даже на мой большой размер. Но я рекомендую вам обязательно, девочки, снять с себя мерку длины спины от высшей точки ростка. Для новичков, кто не понимает, где находится эта точка, вот представляем себе, вот косточка, наша ключица, и вот мы упираемся в мышцу, вот она. И на этом уровне и есть высшая точка ростка, от которой мы должны снять мерку по спинке, до талии, до завязанного шнурочкой или резиночки, или веревочки. И от этой же точки, даже вот поставьте себе там маркером эту точку, то же самое мы должны сделать и по переду. От высшей точки ростка через выступающую точку груди до линии талии горизонтально. Не опускаем ее никуда. В общем, как бы мерки, как вы понимаете, очень простые. Обхват груди, обхват шеи, длина или ширина плеча, длина спины от высшей точки нашей, от основания шеи. И на следующем видео, когда мы будем вводить выточки в нашу плоскую конструкцию, нам еще понадобится мерка длины переда до талии. Что я могу сказать? Значит, эта конструкция действительно очень вам пригодится. Она для новичков, я считаю, ну, даже не только для новичков, но и для профессионалов. Легкая конструкция, которую можно до линии талии, которую можно легко, буквально за 15 минут построить. Я думаю, это просто находка. Значит, для больших размеров я вам расскажу, вот у меня большой размер, у меня обхват груди 116. Обычно бытует такое мнение, что на большие размеры, конечно, попробую построить полную базовую конструкцию, там где 21 мерка, вот, а потом еще и уточнить ее. Это очень сложно. По китайской методике это намного проще. Даже если вы совсем не понимаете, вот вы не можете определиться, вы построили ее, ну, безусловно, нужно приложить некоторые усилия. Нужно правильно начертить, нужно обязательно сделать макет из бязи. Из бязи. Даже, знаете, не тряпочку какую-то взять, а взять вот плотнючий такой джинс, вот стоячий, чуть ли не брезентовый, или бязь новую, и аккуратно для себя сделать макет. И на макете вы увидите, допустим, если что-то, может ваша линия проймы выше на сантиметр, а может быть на 2. Может быть ширина плеча ваша, вот вам прибавка, там, допустим, 0,7 это мало, но вы на чертеже это сразу увидите. Вот как я, допустим, я в своем видео при построении, я стараюсь рассказать нюансы на крупных девушек, ну а на худеньких девушек, так любая конструкция, и это в том числе, великолепно сядут. Давайте будем строить выкройку. Друзья, станьте спонсором моего канала. Вы знаете, я стараюсь выпускать видео по мере возможности. Но спонсируя мой канал, если вам нравится,
чаще будут выходить видео. Это раз. А во-вторых, у меня будет больше времени для того, чтобы посвящать вам больше своего времени. Спонсируя мой канал, мы с вами быстрее научимся шить и моделировать. Присоединяйтесь. Кнопка спонсорства в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на YouTube канал. Я стараюсь выкладывать на своем телеграме, девочки, кто подписан, знает, вот много интересных лайфхаков, интересные модели. Не все же мы можем раскроить и сшить сразу, но у каждого свой вкус и свое телосложение. Но насмотренность нам очень важна, и поэтому я стараюсь выкладывать на своем телеграм-канале интересные модели для того, чтобы вы и сами в последующем могли сшить ту или иную там платье или блузку или какой-то интересный для себя комплект. Ссылка в описании под видео. До встречи на моем телеграм-канале. Основные мерки для построения у нас найдены. И, как всегда, свое построение мы начинаем, девочки, с прямого угла и от спинки. И сразу определяемся. Вертикаль – это у нас середина спинки. Вертикаль и горизонталь, они пока произвольной длины. И от точки 0, вот от вершины нашего треугольника, мы откладываем свою длину спины до талии от высшей точки ростка. У меня это 44 сантиметра, не от седьмого шейного позвонка, а от высшей точки ростка. 44 сантиметра. Ставим точку, подписываем ее буквой Т. Так, и так как это построение у нас по-китайской методике с треугольниками, от точки 0 для всех размеров, без исключения, мы откладываем. Вот 15 сантиметров, это у нас будет по горизонтали. Мы откладываем от точки 0 15 сантиметров. И рисуем вспомогательный треугольник, который поможет нам. Мы построим по этому треугольнику горловину и скос плеча. 15 сантиметров по горизонтали и строго перпендикулярно вниз 5 сантиметров. Это для всех размеров. И замыкаем наш треугольник гипотенузой от точки 0 до точки 5. «15 на 5». Строим горловину. Обхват нашей шеи, вот в моем случае 41, мы умножаем на 0,2 и прибавляем 0,3. Для больших размеров я прибавляю 0,3, для маленьких минус 0,3. Все, даже 3 мм тоже играют значение. В моем случае получается обхват шеи, умноженное на 0,2 плюс 0,3, 8,5. И от точки 0 по горизонтали я откладываю 8,5 сантиметров. И чем хороша? Вот 8,8,5. И от нее строго вниз на линию нашего вспомогательного треугольника. Вот так. 8,5 мы делим на 3. Вот в моем случае ширина горловины 8,5 сантиметра, деленная на 3 получается 2,8. И если мы измерим наш перпендикуляр, он окажется у нас ровно 2,8. Эти же 2,8 мы откладываем, ну, для удобства, так скажем. И замыкаем наш прямоугольник. 8,5 делим на 3. Мы знаем, что 1/3 это те же самые 2,8. Вот в моем случае 2,8. Делим на 3. Это нам нужно для построения горловины. 2,8 и 2,8. Мы нашли. Все эти участки у нас равны. Теперь высшая точка
Горловина у нас 8,5, и первое деление мы соединяем, находим середину и ставим еще одну точку. Мы нашли все конструктивные точки для построения горловины. Вот так, так просто. 2,8, 2,8, 2,8, 2,8. И 4 в моем случае получилось, деленное на 2. И теперь от высшей точки 8,5 через точку деления до крайней точки, до крайнего деления, мы вот так легко и просто построили горловину. И как я всегда говорю, девочки, для себя мы чертим тоненьким карандашиком, но на видео, для того, чтобы девушки не жаловались, что не видно, я стараюсь чертить маркером. Так, мы нашли наше значение 2,8, и оно нам пригодится еще раз для построения скоса нашего плеча. От точки 5 мы откладываем те же самые 2,8. Вот в моем случае это 2,8 значение. Ставим точку. И через нее мы рисуем линию. Эта линия у нас будет скос нашего плеча. Для этого нам нужна мерка. Длина нашего плеча. В моем случае длина моего плеча 14 сантиметров. Я беру на посадку прибавку 1,4. То есть маленькие размеры берут 0,7 на посадку по спинке. Большие размеры я рекомендую, и я беру сама удвоенную эту посадку. То есть 1,4, 0,7 плюс 0,7. И получается у меня 15,4. И я потом объясню для чего. Через точку 8,5 и 2,9 я откладываю 15,4 и провожу линию скоса плеча. И в моем случае это я называю эту точку 15,4. Очень удобно писать свои измерения и свои значения, и так вы никогда не запутаетесь. Теперь мы нашли крайнюю точку плеча. От нее мы по формуле найдем сейчас глубину или высоту нашей проймы по спинке. Для этого нам нужна наша мерка обхвата груди. Обхват груди умножить на 0,2. В моем случае 116 умножая на 0,2 получается 23,2. У меня это большой размер, для меня она глубоковата, но я вот все равно строю сразу по методике, и потом я вам поясню, допустим, для больших размеров, как нужно себя проверить. В моем случае получается 23,2, я беру 23 сантиметра. По методике для больших размеров и этого многовато, но формула звучит так. Обхват груди умноженный на 0,2 плюс прибавка от 0 до 2 сантиметров. Я, естественно, для большого своего размера никакой прибавки не беру, беру 23 сантиметра. И вот от этой точки, в моем случае, эта точка 15,4. В вашем случае, девочки, это будет ваше значение. Строго, вот вертикально, от этой точки я откладываю 23 сантиметра. 23 сантиметра ставлю точку и провожу пунктирную линию. Это вспомогательная линия. Она в построении как таковая не участвует. Ее можно и вовсе не откладывать. Нам нужна только точка. Но для наглядности я ее откладываю. У меня это 23. Я ее подписываю. Точка 23. И от нее горизонтально я прокладываю, вот провожу линию к линии середины спинки. И через нее мы откладываем мерку обхват, 1/4 обхвата своей груди. В моем случае обхват груди, деленное на 4, вот формула звучит так, и плюс 1 или 1,5. Я беру 1 сантиметр для базы. Обхват груди у меня 116, делю на 4, плюс 1, и получается 30. И это у меня линия груди, условная линия груди.
30, и я ставлю эту точку 30. Теперь мы опускаем перпендикуляр вниз. И замыкаем с линией талии. Это у нас условно вот боковая линия пока что. Мы нашли глубину или высоту нашей проймы, но эта линия у нас не определяет ширину нашей спинки по базовой нашей основе. Мы работали по формуле, обхват груди умножали на 0,2, у меня получилось 23. Эта же формула работает для нахождения ширины спины. Наше построение на типовую или пропорциональную фигуру. То есть обхват моих грудей я умножаю на 0,2. У меня получается 23,2, но я округляю до 23. И от точки 0 через нижнюю линию нашего треугольника, вот так строго. Мне даже не нужно прокладывать здесь линию, мне просто нужна вот эта точка. В моем случае эта точка 23. Мы нашли ее, и теперь еще проводим еще одну горизонталь до линии плеча. И эта горизонталь у нас и есть линия ширины спины. Вот она. Теперь строим пройму. И первое, что мы делаем, это делим угол пополам биссектрисой. Нам нужно найти еще две конструктивные точки для построения нашей проймы. Здесь мы тоже работаем по формуле. Формула классная. Обхват груди. Обхват груди умноженный на 0,08. То есть в моем случае 116 я умножаю на 0,08, и у меня получается 9,3. И вот от нижней точки по линии ширины спинки я откладываю полученное значение 9,3. Это в моем случае 9,3. Вот поставила точку, назвала ее 9,3. И для того, чтобы найти значение по биссектрисе, следующая формула. Обхват груди умножаем на 0,03. В моем случае обхват груди 116 умножить на 0,03 получается 3,5 сантиметра. И по биссектрисе вот от этой точки я откладываю 3,5 сантиметра. Мы нашли все точки для построения нашей проймы. 15,4, 9,3, 3,5 и 30. И оформляем нашу линию проймы. Оформили нашу пройму. И со спинкой мы уже закончили. Вот так несложно мы построили по формулам спинку. Конструкция довольно-таки простая. В следующем видео мы, безусловно, введем в нее выточки и преобразим ее. А пока приступаем к построению полочки. Детали полочки и спинки на данном этапе в этой конструкции они равны. 1/4 обхвата груди плюс 1 сантиметр. И мы продлеваем от точки 0 вправо линию, от точки Т, то есть от линии талии, и откладываем те же самые 30 сантиметров. В моем случае это 30 сантиметров. И наше построение мы начинаем, как всегда, с горловины. Горловина по полочке. В этом построении на 1 сантиметр меньше, чем горловина по спинке. Формула эта звучит так. Обхват шеи, вот в моем случае, 8,5 минус 1, получается 7,5. Но прежде чем мы начнем строить горловину, мы должны сделать отвод. Отвод по горловине полочки. Для чего он нужен, девочки? Красивее изделие можно и не делать от 0 до 2 сантиметров. Я делаю, у меня большой размер. Для того, чтобы было красивое прилегание в области груди,
я делаю отвод 1 сантиметр. И вам очень рекомендую. Вообще на большие размеры я рекомендую делать этот отвод. Вы посмотрите, насколько красивее ваше изделие будет смотреться. И теперь от точки 1, от точки отвода до линии груди мы прямой соединяем. Линия отвода у нас. И от нее, вот у меня это точка 1. Вкладываю свои 7,5 сантиметров по верхней горизонтали. 7,5. А глубина горловины по полочке всегда на 1 сантиметр глубже, чем ширина. Но не эта ширина, а вот полная, 8,5, особенно для больших размеров. Не мельчите. 8,5 плюс 1. Получается 9,5. И тут уже не важно, от этой точки мы откладываем или от этой. В общем, от прямого угла откладываю 9,5 сантиметров. И строим прямоугольник. Так, сразу делим угол пополам, нам нужна биссектриса. И для нахождения значения на биссектрисе нам нужна очередная формула. Обхват нашей шеи, в моем случае, девочки, это обхват, полный обхват шеи, 41, мы с ним работаем. Умножаем на 0,1, минус 0,8. Обхват моей горловины 41 сантиметр, умножаю на 0,1, это получается 4,1 и минус 0,8, 3,3. И по биссектрисе я откладываю 3,3. Ну, размер у меня большой, я откладываю там 3,5. Вот эта точка 3,5. Точка 3,5. Соответственно, вверху в моем случае это будет точка 7,5. И здесь точка 9,5. И через точку, от точки 7,5, через точку 3,5 мы работаем вот с отводом, вот с этой точкой. Мы проводим красиво лекально, соединяем и оформляем горловину. Вот так. Наведу маркером для того, чтобы было более наглядно. Вот и все. Следующее, что мы делаем, строим опять-таки волшебный треугольник. От точки 7,5 по горизонтали откладываем те же самые 15 сантиметров для всех размеров. 15, но вниз по перпендикуляру в этот раз мы откладываем 6 сантиметров. 6 сантиметров это тоже для всех размеров. И соединяем гипотенузой. «15 на 6». И от точки 7,5 мы откладываем ширину или длину своего плеча, без всяких посадок. В моем случае это 14 сантиметров. От точки 7,5 14. 14. И я подписываю эту точку. И мы нашли свой скос плеча по полочке. То есть, девочки, вы видите, ничего сложного нет. Формулы, расчеты, аккуратность, безусловно, чертежа вашего. Если вам сложно чертить так, покупайте миллиметровую бумагу. Особенно новичкам, я думаю, будет намного проще. Так, поехали дальше. Следующая точка, которую мы должны найти, ширина груди. Ширина груди у нас определяется тоже по формуле. Обхват груди умноженное на 0,17 плюс 1. В моем случае, смотрите, обхват моей груди 116, я умножаю на 0,17 и плюс 1. Получается 27. 116 умножить на 0,17 это 19,7 и плюс 1 27. И вот от этой точки по линии груди я откладываю 27. 20. И тут не хватило линейки. И 7. Вот эта точка. Назовем ее 27 в моем случае.
И поднимаем перпендикуляр к линии плеча. Строго горизонтально. Для построения проймы от точки 27 мы тоже делим угол пополам. Ничего здесь нового нет для нас. В моем случае это, видите, прямоугольный треугольник. И просто вот так провожу линию. И для нахождения конструктивных точек для построения проймы нам нужны опять-таки наши мерки. Работаем мы снова с меркой обхвата груди. Посмотрите, как удобно. Мы сняли правильно с себя одну мерку, по которой мы полностью строим чертеж. Звучит эта формула так. Обхват груди, умноженное на 0,05, в моем случае это 116, умноженное на 0,05, получается 5,8. 5,8 я откладываю от нижнего угла, от точки, в моем случае 27. По линии, определяющей ширину полочки, вот так вверх, 5,8. Навожу пожирнее и подписываю эту точку 5,8. Еще одна формула нам нужна, чтобы найти точку на биссектрисе. Опять-таки, обхват груди умножаем на 0,02 плюс 0,3. 116 в моем случае, обхват груди умножая на 0,02 плюс 0,3, получается 2,6. И 2,6 откладываем от этой точки. Девочки, для больших размеров берите 3 сантиметра, не мельчите. Еще нужно будет добавить немножко, потому что как бы если девушка имеет формы, есть некоторые там жировые отложения в области подмышки, там в области лопаток. Нам здесь выбирать очень сильно не нужно. Мы потом, когда сделаем базовую основу, еще посмотрим, может быть, еще немного, и нужно будет на большие размеры еще немножко добавить. Но пока мы строим базу так, как она есть. Ну, здесь я себе вольность небольшую позволила. Вместо 2,6 поставила 3. Для маленьких размеров, безусловно, это делать не нужно. Мы нашли все конструктивные точки для построения проймы. Вот наше окончание плеча, 5,8, 3 и точка 30. И лекально проводим линию, оформляем линию проймы. Мы построили с вами базовую конструкцию. Это всего лишь плоская базовая конструкция, в которой в следующем видео мы внесем в нее конструктивно, введем в нее выточки. Выточку по груди, выточку по плечу, по своим меркам. Пока пройма выглядит, конечно, не эстетично, не так, как мы привыкли. Вот когда мы открываем книги, видим, значит, когда на идеальный 48 размер строится пройма, и она такая каплей. Здесь она больше похожа на ведро. Но поверьте мне, когда мы введем индивидуально каждый для себя, значит, выточки, наша пройма изменится и превратится из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Девочки, я построила эту выкройку, как вы видите, легко. Так как канал мой называется «Шить легко», и стараемся и создавать базовые лекала для себя легко. Это плоские. У нас вот сегодня это плоский крой у нас, видите? У нас нет ни выточки, ничего. Но сейчас следующее видео, которое я запишу, вот, это как нам внести свою плоскую базовую основу выточки, для того, чтобы мы могли строить на себя, шить красивые изделия. Следующее видео выйдет сразу за этим. Подписывайтесь на мой канал, на мой YouTube канал, на Telegram канал.